Добрый день, друзья! Не так давно я рассказывала о 5 спасенных реанимашках из краснодарской посылки. Ссылку на видео я оставлю в правом верхнем углу экрана. И спасибо, что подсказали название вот этой великолепной орхидеи. А уж название «Черная ведьма». Потрясающее название. И у меня осталась еще одна орхидея, похожая на эту. И вот ее-то я и хочу сегодня пересадить. В том видео я рассказывала об этой орхидее. Ну, по каким-то своим причинам она начинает выпускать корни, доходят эти корни до мха, закукливаются и пропадают. У нее есть один корень внутри. Вот он зеленый. Я вчера поливала специально орхидеи. Я считаю, что ее пора пересадить. Ну, некоторые орхидеи очень любят расти во мху, а некоторые нет. Корней у нее не так много. Давайте сделаем пересадку, уберем этот мох, посажу в кору и посмотрю, понаблюдаю еще за ней. Когда мне ее прислали, у нее вообще ни одного корня не было. Сейчас постараюсь очень аккуратно извлечь ее из горшка. Тянуть, когда нет корней, прям страшно. Ну, все получилось. Мох очень влажный. Даже мокрый, я бы сказала. Семе не позволили присутствовать на съемке. Он ходит в другой комнате и возмущается. Возмущен до глубины души. О, вот видите, орхидея была, может быть, даже взрослая. Смотрите, у нее какое длинное основание. Корни, конечно, там все гнилые. Но то этой орхидеи чувствуется жажда жизни. Как бы ей не было плохо, но она все равно пытается выпустить корни. Да. Очень похоже, что это не молоденькая орхидея. Потому что уж очень длинное у нее основание. И корней она пыталась выпустить великое множество. Но видите, что-то не получалось. Что-то ее не устраивало. Конечно, я не содержу орхидею в таком мокром мху все время. Просто вчера был полив. Сейчас у нас довольно-таки тепло. То есть под 30 градусов на улице. Мох просыхает очень быстро. Так, ну что же. Что же делать с этим основанием? Внимательно осматриваю и считаю, что вот эту часть надо обрезать. Сухие тяжи вот они. Вы знаете, что интересно? Вот это цветонос. Может быть, она была цветущая, когда ее получили. И дошла до такого состояния. Очень рекомендую пройти посмотреть это видео, распаковку, в каком она состоянии была получена. Но оказывается, здесь был цветонос, его даже видно не было.
То есть из состояния цветущей орхидеи она превратилась в реанимашку. Вот такую крошечную, с 2 листиками. Вот этот лист, это ее родной лист, с которым я ее и получила. Ну, видите, она вырастила 3 листика. Вот такие 4 корня. Может, ей больше понравится расти в коре. Такую орхидею в керамзит сажать, конечно, нет. После влагоемкого грунта нужно хотя бы ей какой-то период дать подрасти в коре, а потом, когда она станет совсем взрослой, ну вот как это. Ну, вот видите, это себя уже прекрасно чувствует в керамзите и даже цветет. Тогда можно будет ее пересадить в керамзит. Горшок возьму объемом 1 литр. Так. Вот этот длинный корень в горшок помещается идеально. Так. Кора чуть крупнее, чем обычно. Никак не могу заказать кору фракции 8-13, поэтому беру кору фракции 13-19. Но если у вас нет совсем мелкой коры, а есть какие-то такие маленькие орхидейки, которые нужно пересадить, просто ломаете и делаете из нее фракцию мельче, чем у вас есть. Но я не буду этого делать, она не очень крупная. Придержу орхидею по центру горшка и насыплю сухую кору. Распределяю всю кору. Стараюсь чтобы корни были прикрыты корой. А основание орхидеи осталось выше уровня грунта, чтобы был доступ воздуха. Вот так, мне кажется, ровно. После полива может что-то измениться. Если вдруг орхидея наклонилась в ту или иную сторону, можно подставить держатель или как-то выровнять, подсыпав еще кору. Ну, вариантов выравнивания орхидеи в горшке очень много. И держатель для цветоноса, и привязать ее резиночкой, и подставить какой-то кусочек пеноплекса. Я это иногда показываю. Теперь полив только через 2 дня. Ну, во-первых, тот длинный корень, он влажный, но сухая кора сейчас оттянет на себя влагу из этого корня. И еще раз напоминаю, что если при пересадке вы повредили корни, то за 2 дня
орхидея обязательно затянет, залечит эти ранки, и тогда можно делать полив. Орхидея значительно лучше переносит сухой период, нежели все время мокрый и влажный грунт и влажные корни. И если такой длительный влажный мокрый период, то веломен, который охватывает вот этот основной тяж корень, то он начинает гнить. Корень-то остается, корень долго держится. А вот этот веломен, вот он серебристый, который сверху, это верхняя оплетка корня, вот он и начинает погибать. Это губка, это прямо губчатая такая структура. Вот она и не выдерживает большого обилия влаги. Так что аккуратно, через пару дней делаю полив. И если орхидея начнет активно расти, вы знаете, я ее тоже подарю. Потому что мне кажется, ну вот я уже убрала вот эти маленькие наклеечки, а их было всего 3. И мне кажется, что 3 орхидеи были именно с наклейкой B18. А B18 оказалась у нас черная ведьма. Но мне нужно обязательно, чтобы орхидея пошла в активный рост. Посмотрим, через какой промежуток времени орхидея примет посадку и, скорее всего, пойдет жить к новой хозяйке. Не пропустите. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале. Семочка. Семочка, съемка закончилась. А он, наверное, в коробочку уже улегся. Семочка, ну не обижайся, приходи. Вот так. Все вместе. Рядышком. Помогают собирать видео.